Для легализации инвестиций, значит, официально нужно 30 тысяч сначала. 30 тысяч долларов. Да. То есть это должно быть дело. Вы должны зарегистрировать до того, как вы подаете на ваше, так сказать, резиденцию, да, на вид на место жительства. Вы подаете документы, вы должны зарегистрировать дело. Причем в момент регистрации очень важный такой есть момент. Поскольку вы не являетесь резидентом страны, то вы должны себе подобрать директора компании. И вы можете, зайдя в одну лагуну, путешествовать с юга на север, знакомясь там с фауной, флорой и местными жителями. Как я говорил, там 5 народов проживает, да? Всем привет, это Никарагуа. Мы встретились с Владимиром. Сегодня он расскажет, как он здесь оказался. Поехали. Димер, да, расскажи, пожалуйста, почему именно Никарагуа? Почему именно Никарагуа? Ну, наверное, сначала, как я оказался здесь. Оказался я здесь не именно в Никарагуа, а оказался я, скажем так, работая преподавателем в университете. Я сначала помогал организовывать практики учебные в Испании, на Майорке. А потом, когда мы оценили, сколько расходует студент на поездку, нахождение там, мы поняли, что за эту сумму он может спокойно объехать Центральную Америку. И поскольку это все-таки интереснее, чем находиться на небольшом островке, все время, хотя Майорка великолепный остров, пляж замечательная, но путешествие для молодых ребят это более интересно. То мы начали осуществлять путешествия. И посещали мы не только Никарагуа, у нас маршрут пролегал Куба, Коста-Рика, Никарагуа, Сальвадор, Гватемала, юг Мексики, возвращение на Кубу. Надо сказать, что ребятам понравилось. Это стало достаточно популярно, и так мы стали ездить. А вы преподаватель? Я преподаю. Сейчас я преподаю на дистанции. А в университете я преподавал испанский, хотя моя первая специальность – это история. Но в МГУ тогда нас готовили как историков со знанием иностранного языка. И так случилось, что я преподавал испанский язык, не историю, а испанский язык, страноведение в Государственном университете управления 15 лет. И откуда мысль так вдруг появилась, надо путешествовать, все? Откуда? Во-первых, скажем так, собственно, я свою специальность выбирал именно потому, что мне нравилось путешествовать. Историю, да, в частности. То есть, скажем так, в советское время было не так легко попасть за границу. И, например, учеба на историческом факультете МГУ некоторым образом позволяла надеяться на такую возможность. И, собственно, так получилось, что я попал, собственно, за границу, еще будучи студентом МГУ. То есть по направлению попали или сами отдыхали? Ни сам, ни по направлению. Это долгая история. Тогда мы помогали Латинской Америке, общались много со всякими левыми движениями Латинской Америки. Но это уже в прошлом, поэтому и эту историю оставим в прошлом. Окей. Потом, значит, собрали группу и начали со студентами путешествовать по Латинской Америке. Начнем с того, что сначала, как говорится, поехал в разведку сам. Потом у меня
два моих студента, достаточно активных, они предложили создать группу, создать фирму туристическую, которая бы организовывала так подобные путешествия приключенческие в Латинскую Америку, в Центральную Америку. Вот. И, естественно, мы отправились по маршруту, чтобы проложить интересный маршрут, опробовать все это на себе. Ну, фирма, скажем так, не сразу сложилась. Или, вернее, фирма не сложилась, но маршрут наработали. И по этому маршруту уже в дальнейшем я со своими студентами ездил и расширял его, и мы его меняли. То есть это была чисто самодеятельность. Никто не инициировал нашу деятельность. Мы ее инициировали сами. Сами создали клуб на базе университета Ибероамериканский. Сами организовывали дополнительные страноведческие занятия, что нам помогло собирать определенные средства. И в конечном счете, как говорится, мы сумели, скажем так, наладить, сделать так, чтобы эти путешествия стали ежегодными, и 2 раза в год мы их совершали. Правда, зимой они обычно были в более короткой форме. То есть, после вот этих путешествий решили остаться в Никарагуа? Чем зацепило? Ну да, значит, во время путешествий нам пришла идея в голову, что а почему бы не организовать здесь центр? Вот немцы здесь делают колледжи в Латинской Америке, да, а американцы делают колледжи в Латинской Америке. Но при этом наши, извините за выражение, жуют сопли. Мы только говорим о дружбе, солидарности. И это очень напоминает старую песню «Хинди Руси пхай-пхай». Чего пхай, куда пхай, непонятно, но, в общем, разговоров у нас на 3 километра, а дел у нас на 3 копейки. Ну, зацепило. Почему Никарагуа? Вы же Никарагуа зацепило именно потому, что когда ты работаешь со студентами, когда ты собираешься делать какой-то центр, то для тебя первый вопрос очень немаловажный. Это вопрос безопасности. Значит, Никарагуа, что бы они ни говорили, как бы там ни обсуждалось левое правительство, правое, авторитарное, это правительство в данной стране навело тот порядок, который позволяет не бояться за своего студента. Мы выбрали не просто Никарагуа, мы выбрали город Гранада, потому что это, самый туристический город в стране и один из самых туристических городов вообще в регионе. Второе, это самый безопасный город в самой безопасной стране, во всяком случае. Сейчас некоторые страны говорят, мы не менее безопасны, об этом говорит Сальвадор, хотя мне это вызывает некую улыбку. Далее, значит, этот город, в котором он относительно, если вы обратили внимание, небольшой. Он, с одной стороны, достаточно большой для того, чтобы по нему гулять. С другой стороны, он достаточно небольшой для того, чтобы контролировать своих студентов. И поскольку я знаю многих местных жителей, то я могу узнать приблизительно, где мой студент заблудший находится. И эти случаи были неоднократно, когда мне звонили, говорили, вот у тебя студент, что-то он, то ли он пиво больше выпил, чем нужно, то ли что. В общем, забери его отсюда. Этот момент, то есть момент безопасности. Второй момент. Никарагуа в тот период, когда мы брали здесь, покупали недвижимость, она была страна, да и она и сейчас, значительно дешевле Коста-Рики. То есть, когда ты сравниваешь цены костариканские и никарагуанские, никарагуанские цены приятно поражают. Поэтому, скажем, если бы стоял вопрос о том, что скинуться и купить что-то в Коста-Рике, нам вряд ли бы этого хватило. А скинуться и купить в Никарагуа вполне нам хватило. И причем нам хватило поэтапно купить 3 участка. Да, то есть сейчас мы обладаем территорией, которая позволяет, извините меня, сделать целый университет небольшой.
на ней. А вот. Причем сделать его не где-то за пределами города, а в городе. Это тоже немаловажно. Далее. К моменту экономическому стоит добавить то, что одно дело вы купили что-то, другое дело пользоваться этим. Потому что, сами понимаете, политика сегодня мы друзья, завтра мы враги, послезавтра вообще непонятно что. А в Никарагуа достаточно интересная система, ну, скажем так, по сравнению с соседними странами, система миграционных законов. То есть, вложив ту сумму, которую мы вложили в недвижимость Никарагуа и оформив ее как бизнес, мы получили резиденцию, что позволяет, не бояться, или, скажем так, бояться-то мы можем всегда, меньше бояться за свою собственность, за то, что ты до нее доберешься каким-то образом. Второе, это позволяет нам, мы не ставим себе задачу прямо, или, скажем так, мы не ставили себе тогда задачу вообще получения гражданства. Нам было вполне достаточно получения вида на место жительства. Сегодня я, например, такую задачу ставлю. Почему? Потому что меньше бюрократической возни. Все-таки резиденция, она требует обновления через каждые 5 лет. Это опять бумажки, опять комиссии, опять ожидания и так далее, и так далее. Проще решить вопрос с получением гражданства. Раз. Во-вторых, это еще более гарантированно, так сказать, более гарантированный доступ тебя до твоей недвижимости. Вот. В общем, это все основные моменты. Ну и плюс то, что мы собирались заниматься приключенческим туризмом. А для приключенческого туризма Никарагуа обладает всеми ресурсами. Я скажу, что здесь, пожалуй, только разве что нет исторических памятников, которые, скажем, привлекают туристов в Гватемалу или в Мексику. Но природные ресурсы здесь богаче, чем в Коста-Рике. Если мы берем не исторические памятники археологические, а, скажем, антропологический материал, да, то есть вот на Карибском побережье Никарагуа живет 5 разных народов, у каждого из которых свой язык. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. Там несколько языков преобладает. Скажем, на Карибском побережье проживает народ мескитос. Это первое такое, аборигены. Они себя называют индейским народом, хотя на самом деле это народ самбо. То есть самбо – это смесь африканского и индейского компонента. Это африканский и индейский компонент. Долгое время они были, собственно, хозяевами этой территории. И даже больше территории, чем та, на которой они живут сегодня. Скажем так, для местных индейцев они были бичом, потому что, несмотря на наличие индейской крови, они спокойно продавали своих двоюродных братьев пиратам в обмен на, скажем, огнестрельное оружие, которое использовали для набегов на испанские территории. Вот.
Это я вкратце рассказываю историю только одного народа. А есть вообще пираты сейчас в Карибском бассейне? Ну, знаете, какая вещь? Пираты, они есть везде. Да, вот, например, я читаю сообщение, в Канаде там задержан российский самолет. Канадские власти захватили. Тоже пиратство в какой-то степени. Да, или там самолет взяли Мадуро. Тоже пиратство. Значит, если есть пираты, скажем так, мы о них много не будем знать по одной простой причине, что, что будут сегодня грабить пираты? Вряд ли пассажирские лайнеры. То есть представить себе налет бригантины на большой круизный лайнер, это немножко даже будет выглядеть смешно. Есть такие случаи, где нападают. Не, могут быть. Но я подозреваю, что здесь этого не будет. А вот, скажем, налет на какую-нибудь суденышко, которое везет тонну кокаина, вполне возможно. Только вы об этом не узнаете, я об этом не знаю. И обиженный капитан, у которого отняли тонну кокаина, тоже не придет в полицию жаловаться. По телевизору не покажут. Да, разумеется. Поэтому, понимаете, скажем, контрабанда, пиратство, оно в какой-то степени всегда взаимосвязаны. Кто-то у кого-то отбил груз. У кого-то просто самолета скинули, но ветром подуло, унесло, и кто-то его прихватил. Пиратство, полупиратство какое-то такое. Поэтому, как говорится, одноглазых пиратов типа черной бороды Генри Моргана вы не увидите. Попугаем. Да, с попугаем на плече. А вот соседа с попугаем на плече могу показать. Но он не пират. Он просто работает в Соединенных Штатах, приезжает сюда отдыхать. Значит, легализовались через инвестиции. Да, мы легализовались через инвестиции. То есть мы сложились. Это кто? Я и, скажем так, двое моих бывших один бывший студент, а другая – это моя бывшая ученица. То есть у нас, как вы понимаете, был в университете, были официальные занятия и были собрания клуба. Поэтому, скажем, один из людей – это член клуба, второй – это, так сказать, студент. Они тоже в Никарагуа проживают? Нет, они сейчас находятся в России. Так получилось, что по ряду причин личного плана они не могут физически находиться здесь. Там уход за мамой у одного, то есть невозможно оставить, да, приехать сюда. Поэтому, когда стал вопрос того, что надо что-то предпринимать, когда началось СВО или началась, да, она операция. Хотя, ладно, оставим это для лингвистов, пускай они проводят лингвистический анализ. Запишите в комментариях. Это, как говорится, как говорит, говно не называй экскрементом или, извините меня, там еще как-то, оно говном будет. Поэтому... Или испражнениями, да. Поэтому, понимаете, вот эти все лингвистические заморочки – это для идиотов. То есть для легализации инвестиция от какой суммы должна быть? Для легализации инвестиций, значит, официально нужно 30 тысяч сначала. 30 тысяч долларов. Да. То есть это должно быть дело. Вы должны зарегистрировать до того, как вы подаете на ваше, так сказать, резиденцию, да, на вид на место жительства. Вы подаете документы, вы должны зарегистрировать дело. Причем в момент регистрации очень важный такой есть момент, поскольку вы не являетесь резидентом страны, то вы должны себе подобрать директора компании. Он Должен быть местным. Должен быть местным. Он должен быть либо местным, либо резидентом страны официально. И на него, как правило, он не может быть просто директором. То есть он должен быть совладельцем вашего акционерного общества. 0,1% хватит? Да. То есть ему дается одна акция. И это обычная практика. Вот. И дальше, когда ты получаешь резиденцию, ты переоформляешь все на себя, а ему за услугу платишь.
Немножечко. Но есть вероятность, что потом без бизнеса останешься. Вот отдашь 1%. И это... И что он этим процентом воспользуется? Ну, во-первых... Вот сейчас у нас происходит. У Wildberries делят 1% у мужа, 99% у жены. Ну, понятно, что... вы понимаете, какая вещь? Когда ты подбираешь себе директора, то, соответственно, ты выбираешь того, кто, ну, мягко скажем так, тебя кидать не будет. Которому выгоднее продать эту акцию, чем бодаться с тобой. Понимаете, какая вещь? У местного населения средств не так много. Оно не такое богатое, надо это понимать. И для человека, который тебе оказывает эту услугу, приятнее потом остаться, скажем, в роли администратора и получать какую-то сумму от тебя за свою работу, чем пытаться у тебя что-то отжать. Ты его научишь, он уже будет в теме. И все. Ну, во-первых, никто вас не заставляет его учить этому. Во-вторых, есть еще такое понятие, как репутация. В маленьких городах это достаточно серьезная вещь. То есть приходилось сталкиваться, например, мне с тем, что репутация, то есть ты начинаешь с кем-то иметь дело, и тебе тут же говорят, не тот человек, не стоит связываться. Вот. Точно так же вот мы выбирали адвоката. У нас сначала нам рекомендовали одного в агентстве по недвижимости, потом мы выяснили, что, как говорится, есть варианты лучше. То есть есть, понимаете, какая вещь? Некоторые ищут там сильного адвоката, но у сильного адвоката, как показала практика у многих, как раз сильные адвокаты, они оказывались не очень приятными для своих клиентов. Дорогими. Ну, скажем так, подставляли и так далее, и так далее. А когда вы выбираете нормального человека, пускай он не очень силен в юриспруденции, понимаете, для того, чтобы зарегистрировать какие-то официальные моменты, не нужно быть семи пядей во лбу, достаточно и знать, как это все делается. А во всем остальном человеку приятнее, скажем, когда ему за то, что он ведет документы фирмы, там платится немножечко, но каждый месяц. На сегодняшний день работы с адвокатом, можете рассказать, какие программы вообще есть для легализации в Никарагуа? Для легализации? Ну, смотрите, самая простая программа для легализации. Скрывать не буду. Это стать нашим соинвестором. То есть присоединиться к нам. И в шутке есть доля правды. Почему? Потому что наша компания уже зарегистрирована как инвестор. И инвестиции ваши, да, они там не будут превышать 20 тысяч долларов со всеми юридическими моментами. То есть можно вложить 20 тысяч? Значит, с вами. Можно, да, мы можем сделать это очень просто. То есть человек может прийти, мы можем договориться о том, что мы оформляем на него землю в рассрочку, и он оплачивает строительство дома. То есть самое главное, чтобы он показал, или мы вместе показали, что у нас вот такая-то инвестиция. Нам тоже это выгодно. Мы показываем, что мы развиваемся. Вот. Значит, суть в чем? Мы показываем, что вот земля, участок, на которой стоит дом, вот дом, смета, да, пожалуйста, все расчеты. То есть деньги, сумма вложенная, все это оформлено как часть фирмы. Ну и существует параллельный договор, что она не мешает абсолютно. То есть фирма, она снимает участок, а земля, она собственность. Мы ее, так сказать, продаем. Понимаете, да? Еще какая программа имеется, помимо вот такого? Ну, это как бы один момент. Второй момент. Человек может приехать, например, ставит он, не обязательно даже покупает недвижимость. Например, снимает ее. Ставит какую-нибудь пончиковую машину.
и шлепает пончики. Выездной пончик. А? Выездной пончик. Ну, выездной пончик, есть там машины, я знаю, мобильные. Вот. Но суть в том, что делает какое-то предприятие пищевое, да. Не исключен вариант, он, например, производит кустарную водку. Я такой даже допускаю, почему нет? В принципе, здесь особых препятствий для производства кустарной водки, то есть это ограниченное количество, соответственно, да, то есть это... В магазин ты не продашь. Нет, почему? Кустарную водку продают в магазинах, то есть если ты оформляешь, регистрируешь марку, то ты можешь продавать. Ну, ты же что, должен пройти проверки там. Правильно, правильно, но это менее хлопотно, чем в той же самой России. Другое дело, что ты не станешь, тебе не дадут, почему я еще раз подчеркиваю, кустарная. Это значит, что ты не выпускаешь ее в больших объемах. То есть ты выпускаешь ее, ориентируясь в первую очередь на туриста. Да, это не, скажем, продукт среднего качества, которым будут упиваться местные жители. Это продукт высокого качества. То есть вот если вы возьмете вот эту уксусу, которую изготавливают кустарно, так более, то она по качеству, я вам скажу, получше бурбона, на мой взгляд. Хотя она делается тоже из кукурузы, да, кукурузная водка. Вот бурбон, виски, который там прямо черная этикетка. Я предпочту уксусу. Если вы мне поставите 2 бутылки, я предпочту ее. Разумеется, бутылка за $20, она не по карману местному алкашу. Ее продают в сигарном салоне, ее покупает турист. Но турист покупает. Пожалуйста. То есть, что требуется? Поставить 3 самогонных аппарата, собственно, вот как раз. И там очистители. Ну, то есть, поставить технику для очистки воды, привести соответственное состояние помещения и так далее, и так далее. То есть, создать небольшую производственную площадь. Можно и это. Второй вариант. А есть программы рантье и пенсионаду? Понимаете, что касается рантье, оно рассчитано, мягко скажем так, на американского туриста, на американского и канадского туриста. Ну, еще и европейского, может быть. Потому что, европейцев я понять могу. Вот у меня был знакомый, я живые буду примеры приводить, да, итальянец, он преподаватель психологии. Вот он полгода преподает, полгода, я так понимаю, у него работы нет. Релаксирует. Да, ну, скажем так, я так понял, что это не совсем по его желанию, да, с его желанием связано, просто нет у него этой работы. Поэтому он ради экономии приезжает на эти полгода сюда. Это, может быть, несколько звучит дико сейчас для российского гражданина, который летит через Турцию, через большие храпуны и как вам, глубокие низины. Да? А раньше он мог добраться сюда, например, через Европу. Пересадкой? Да, с пересадкой, разумеется. С одной имеется в виду. Ну, да. Ну, вот мы летали, например, у нас получалось где-то около 1000. Около 1000 евро билет туда и обратно до Коста-Рики. Москва-Мадрид, Мадрид-Коста-Рика. Мы летали Москва-Франкфурт, Франкфурт-Коста-Рика, Сан-Хосе, потом летали Москва-Мадрид. Из Европы напрямую нету Никарагуа. Нет, из Европы есть в Манагуа. Нет, в Манагуа нет. В основном мы летали через Коста-Рику, нам даже это было выгодно. Из Москвы мы летали до Кубы. Но сейчас до Кубы летают только чартеры, и то в Варадеру, насколько я понимаю. И как там брать билет туда-обратно, по-моему, есть свои сложности. Можно без билета остаться. Но я так полагаю, что есть варианты. А по поводу Манагуа на сегодняшний день авиакомпании не прилетают, что ли? Почему нету таких рейсов? Вы понимаете, какая вещь? Вообще-то еще в 90-х годах здесь была компания, сюда летали Ту-154, будете смеяться. И эти Ту-154 мне приходилось летать рейсом Манагуа, Ямайка, Майами,
Гандер, Шеннон. Знаете, как микроавтобус. Да. Но, тем не менее, летали. А сейчас очень много разговоров. Особенно, когда шел разговор о строительстве канала возможном и так далее. Наши эксперты, вот, они чего только не говорили. И что мы строим канал, хоть какое мы участие в этом принимали. Потом нет, мы тут типа того, что наше военное присутствие. Потом стало понятно, что и военное присутствие – это большая фикция. В общем, суть в том, что тогда говорили много про то, что мы сделаем прорыв, мы двинемся, но де-факто мы имеем все наоборот. На сегодняшний день в Латинскую Америку мне очень сложно представить, куда летают. Раньше летали в Лиму, были рейсы в Панаму, потом их убрали в Мексику, на Кубу. Вот я летал, когда прилетал на Кубу, потом с Кубы добирался до Центральной Америки, там на автобусе. Вот. Сейчас Turkish Airlines. В связи с чем количество рейсов уменьшилось? Знаете, есть выражение такое: чудак на букву М. Вот если я скажу это, меня обвинят в дискредитации наших компаний, там, эффективных менеджеров. Про эффективных я молчу. Ну, в общем, хрен с ними. Мне, честно говоря, они по барабану. И то, что они делают, я бы в 30-е годы, может быть, даже специально из гадости написал бы письмо про вредительство со стороны. Сейчас не буду. Нехай живут. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина согласно вашей страховой программы. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Чем вообще Никарагуа достопримечательна? Что тут есть такого, что нет по Латинской Америке? Ну, начнем с того, что вы про Центральную Америку или вообще Латинскую? Про Центральную Америку. Ну, Центральная Америка начнем. Вот недалеко озеро, самое крупное в Центральной Америке. Единственное озеро, в котором водятся и акулы, и рыба-пила, и прочая всякая гадость морская. Киты тоже есть? А? Киты. Нет, но китов здесь нету. Они понимаете, здесь водится та морская гадость, которая может жить в пресной воде. И то далеко не вся. Но, во всяком случае, бычья акула, если верить тому, что пишут,
она заходит сюда именно и заходила, то есть ее сюда озеро привлекло тем, что оно очень хорошее место для размножения. Деток ее белая акула не жрет. Белая акула не может без соленой воды. Вот. Помимо этого, что еще? Дело в том, что озеро – это не единственный водный ресурс. Если мы возьмем Карибское побережье, Никарагуа, то там прямо вот вы можете на карте посмотреть. Идет такая цепь лагун с юга на север. Причем многие этого не видят, на карте это не обозначено, но они соединены друг с другом речушками. То есть вот для приключенческого путешествия вы можете, зайдя в одну лагуну, путешествовать с юга на север, знакомясь там с фауной, флорой и местными жителями. Как я говорил, там 5 народов проживает, да? И так далее, и так далее. Это я сейчас только смотрю для приключенческого туризма, то, что интересно нам. Потом само месторасположение Никарагуа, понимаете, мне на юг, как там, 2 шага налево, 2 шага направо, да, песня про школу Соломона Пляра, да, вот это вот, школа танцев. То есть мне доехать до Сальвадора отсюда, я в 6 часов утра выехал, днем я в 2 часа в Сальвадоре, в Сан-Сальвадоре. От Сан-Сальвадора до Гватемалы там еще 4 часа. То есть, вы понимаете, я, находясь в Никарагуа, могу спокойно добраться до Гватемалы, до Сальвадора, до той же самой Коста-Рики, Сан-Хосе, сел на автобус утром, днем я в Сан-Хосе. Ну, где-то часов 12 ехать. Это сейчас с остановками, сейчас стали делать остановки, но если я не дурак, то есть я могу, конечно, садиться в этот автобус, ждать, как он трясется, а могу сделать просто, я могу доехать до границы, ну вот, и многие, кстати, так и делают. Если у меня по времени и по деньгам я не так, как говорится, это самое, то я легко доезжаю до границы, и от границы там автобусы есть, местные рейсы достаточно быстрые, которые до Сан-Хосе добираются часа за 4. 4,5-5 часов. Окей. Окей. Про озеро сказали, про вулканы. Ну, вулканы, понимаете, какая вещь? Это вулкан, когда ты его первый раз видишь, это ах! Но он я с точки зрения, он, наверное, не особо безопасен для проживания. Очень много вулканов, и мало ли. Видите ли, Сицилия туристическое место в Италии, да? Этно, Канары. Куда ни плюнь, собственно, все эти острова – это вершины вулканов. Далее, ну, мягко скажем так, у нас сейсмически опасная зона Средиземноморья, да, то есть вот это вот, она сейсмически опасная зона тоже. То есть и в Италии землетрясения, в Турции землетрясения, да, там и так далее, и так далее. Но никто же по этому поводу не впадает в панику. Это первое. Второе, если бы мы собирались строить вот такой колониальный дом, то, возможно, бы я, конечно, кусал бы кулачок нервно и все такое. Когда ты собираешься ставить, извините меня, легкие домики сборные из труб, то есть, по сути дела, это имитированный домик, палатка с жестким каркасом из труб, и, ну вот, наверху тростник здесь, да, очень хорошо видно, как вот, скажем, такая внешнее оформление домика, насколько оно ему придаст живописный вид. То есть это, по сути дела, домики-палатки. Нам они выгодны почему? За домик-палатку я не плачу налог за недвижимость, как на недвижимость, да? Поэтому, скажем, это не строение. Второе, я могу этих домиков поставить достаточно быстро, скажем, сегодня 5, завтра 6, послезавтра 7 и так далее, и так далее. Большой дом, когда я строю, я должен согласовывать с кучей инстанций и прочего. Ну, во всяком случае, с Алькальди я точно должен, да, согласовывать и все такое прочее. То есть я не собираюсь связываться с вот этим монументальным строительством. Самое монументальное, что мы собираемся делать, это стены.
И то мы на сегодняшний день пришли к выводу, что, наверное, надо ставить столбы с колючкой. Даже не колючкой, а вот это вот есть проволока наваха, которую просто порежешься. А с внешней стороны запускать зелень и все. То есть изнутри у тебя смотрится красиво, а снаружи даже пускай смотрится не очень презентабельно и не очень хотелось бы туда залезть. Самое главное то, что внутри. Так что, кто хочет легализоваться, Владимир расскажет, как можно экономно это сделать, какой домик построить. Ну да, в принципе, наверное, расскажу. Хотя, вы знаете, я вам скажу так, я вот перед тем, как мы будем строить что-то такое капитальное, я хочу опробовать вот эти вот проекты, которые одобрила НАСА, круглых домов. Их называют землебитными. На самом деле это дом из песок, глина, известь, цемент в зависимости от соотношения. Да? Но они достаточно себя прочными показывают. Единственное, что надо подумать, сделать менее водопроницаемое внешнее покрытие. А так дома очень недорогие по себестоимости, если все эти расчеты совпадают. Потому что, знаете как, говорю я цену одну, а когда приходишь, тебе говорят цену другую совершенно. Да? И когда ты начинаешь считать, все оказывается не так красиво, как выглядит сначала. По промокоду Кажан 10% скидка от Владимира, так что обращайтесь, ссылка в описании. Отлично. Скажи, пожалуйста, с преступностью, как вообще здесь? Скажу так, когда я впервые приехал в Никарагуа, это было очень давно, я был молод, мне было тогда еще, сейчас мне уже 60 в этом году стукает, а тогда мне было, не соврать, лет 25. Вот. Тогда преступность была, как-то по молодости нас это не очень беспокоило, поэтому мы этому не придавали значения и особенно не изучали. Вот. Когда мы начали обустраиваться здесь, мы как раз, я говорю, одна из причин выбора это была, скажем так, нельзя сказать, она отсутствует. То есть карманник наверняка может обчистить. Но есть какие-то ОПГ, группы? А вот ОПГ типа вот то, что чем пугают там Сальвадор, да, Гватемала, Мексика. Здесь правительство достаточно серьезно относится к тому, чтобы сюда не проникла преступность. Даже не то, чтобы не создалась, а чтобы она и сюда вообще даже не проникала. То есть, например, у тех же самых колумбийцев, некоторые считают, что это связано исключительно с вопросом островов, принадлежности спорных островов, да, там, в Карибском море. Но я так понимаю, что для правительства вот эти вот визовые определенные жесткости относительно колумбийцев, эквадорцев, перуанцев, они связаны именно с тем, чтобы пресечь возможность проникновения тех же самых колумбийцев в страну. То есть, потому что приходит один, вложил деньги, дальше подтягивает. Да? Вот то, что произошло в Коста-Рике. Например, Коста-Рика сегодня и Коста-Рика 10 лет назад – это два разных государства в плане безопасности. Сегодня она намного более опасна, это признают сами костариканцы. Не знаю, будут ли говорить они это на камеру, но в разговорах частных они это говорят нередко. И жаловались, что даже появилось такое явление, так называемое сикариус, да, это было типично для Колумбии, наемный убийца. То есть, не понравилось тебе, что сосед поставил стенку. Мало того, что он там что-то еще такое натворил, с ним можно разобраться через наемного убийцу. То есть и такие варианты есть. Не буду 100% утверждать, это называется «за что купил, зато продаю». А с чем связано, что очень много полицейских постов на дорогах стоят? В частности, с тем, что данная страна, как и любая центральноамериканская страна, это страна трафика, очень серьезного трафика. И, как говорится, мы даже просто порой не представляем себе объемы проходящего через
через, и только тогда, когда вот случайно, скажем, на озере вдруг обнаружили, что на островке маленький островок, там, а на нем 4 тонны кокаина. Да? Поэтому одна из причин это. Вторая причина, ну, скажем так, когда проводятся какие-то празднования, совершенно недавно праздновалось, то есть все центральноамериканские страны праздновали дату своей независимости, то лучше перебдеть, чем недобдеть. Вот. Ну и иногда полицейский, даже маленький, но с большим ружьем, наводит на мысли, что лучше не делать каких-нибудь глупостей, да? Не делать какие-нибудь глупости, чем когда его нету. Вот когда его нету, ты говоришь, вот тут я сейчас... А тут появился маленький, 30 сантиметров с кепкой, но вот он, или как там, 1,30 м, да, с кепкой. Но вот он, тем не менее, полицейский, он официально, да, и даже если ты, скажем, с ним разобрался и дал ему даже пинка под задницу, то ты будешь, может быть, уверен, что еще через 2 километра тебя встретит патруль, и, возможно, уже не метр с кепкой. То есть в этом плане она как бы кажется страной менее свободной, хотя, по большому счету, ну, гаишники. Российские гаишники. То есть делают, деньги стоят. Ну да, если, как говорится, можно подобрать копеечку, почему он ее не подберет? Он не настолько горд, чтобы ее оставить лежачей. А как вообще здесь с медициной? Насколько она развита? Понимаете, какая вещь? Это один из таких вопросов, которые задают многие. И, значит, закатывают глаза, когда им говорят, что, извините, у меня бесплатная медицина не на уровне. Конечно, не сравнишь с тем, что в России. Но и в России тоже бесплатная медицина не везде. И, скажем, с определенными оговорками и так далее, и так далее. Но все равно не сравнишь. А что касается платной медицины, ну, я могу сказать, что уровень проводимых операций, он вполне достоин. То есть есть люди, которые приезжают из-за рубежа сюда. Те же самые никарагуанцы, живущие в Штатах, приезжают делать операции в Никарагуа. На родину. Да. В платные клиники. И это не значит, что он приезжает бесплатно воспользоваться. Он приезжает в платную клинику. Но он приезжает сюда, потому что здесь на порядок дешевле, чем те же самые Штаты. Этот момент, он немаловажен. Качество операции, ну, скажем так, мне пришлось слышать разное, но те, кто прибегал к услугам, вот мы сегодня с вами разговаривали с адвокатом, и вот у него жена рожала, например, в платной клинике. Он был крайне доволен. Есть, кстати, платная клиника у военных. И, кстати, ее очень нахваливают. То есть это военная поликлиника или военный госпиталь? Это военный госпиталь, который имеет свое платное отделение, которое позволяет ему, так сказать, то есть военных, естественно, лечат за счет государства, но госпиталь имеет хорошую подработку за счет того, что оказывает качественные услуги местному населению. Поэтому, как говорится, жалобы могут быть как и жалобы, так и могут быть хвалебные эти самые комментарии. Некоторые вещи дороже, чем в России. Да? То есть, если мы пытаемся сравнить что-то, это совсем другая система. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. То есть вот здесь, например, есть частные клиники, которые, ну вот он специализируется по конкретной какому-то конкретному направлению. В Москве в основном так стоматологический кабинет, да, вот здесь вот есть кабинет, где вы там пройдете, который вообще специализируется на том, что он делает анализы. Там кабинет, который специализируется на том, ну, в таком вот небольшом городе, как Гранада.
А Никарагуа чем привлекательна с точки зрения бизнеса? То есть что здесь можно развить, скажем так, свой опыт применить здесь, как считаете? Но понимаете, какая вещь? Есть, во-первых, момент такой. Сельское хозяйство, если брать сельское хозяйство, здесь оно в силу колониальной специфики в прошлом, а потом, ну, естественно, это передается по наследству, многие болезни. Здесь монокультуры. То есть, что такое монокультура? Монокультура – это, да, вот мы выращиваем сахарный тростник. Сахар – это продукт, который хорошо востребован, хорошо идет на рынке. Из сахарного тростника хорошо производить тот же самый ром, да, который вот Флор де Кания, местная марка. Но при этом вот эта вот однобокость, она приводит к тому, что вы можете зайти цены посмотреть на те же самые баклажаны. Вот здесь климат для выращивания баклажанов шикарный, земля шикарная, да? А многие вещи тут завезенные. Почему? Потому что их здесь не выращивают. Это первое. Второе. Перерабатывающий, да, то же самое сельскохозяйственный продукт, но переработка его. Ну, соки, мармелады вы увидите. Ну, например, если вы возьмете и сравните, ну, вот маленькая республика, такая страна есть, Армения. И мне просто знакома одна фирма, чья продукция заполонила, ну, российские прилавки. Такая фирма Евротерм, марка у них Ноян. Ноян, да. Вы в любом супермаркете московском можете увидеть их продукцию. Это и консервированные баклажаны, это и консервированные кабачки, это, в общем, причем они из одного продукта, да, сырья делают разные продукты, да, там имам байлды, баклажанная икра, варенье разное, да, то есть у них довольно-таки широкий ассортимент, вот этого здесь вообще нет. Если вы захотите купить соленый огурец, ну, попробуйте ради интереса. Это даже будет интересно. То есть нужно развивать соленые огурцы здесь, да? Вы знаете, я не удивлюсь, если, скажем, кто-то, имея относительно небольшие площади, организует, например, какое-нибудь хозяйство, которое будет выпускать определенные вещи, ориентированные на, как говорят, средний высший класс. Это вполне, это первое. Второе, обратите внимание, мы говорили про гидроресурсы, но вот, например, рыбное хозяйство здесь, по сравнению с тем количеством воды, которое есть, которое омывает страну и снаружи, и изнутри, рыбных хозяйств вообще нет. Это, кстати, нас наталкивало на идею, да, вот как бы включить в программу к приключенческому туризму, подключить программу экотуризма, то есть, скажем, некой такой возможности попрактиковаться, повыращивать рыбу. Из нее мы выбрали наиболее неприхотливую и быстрорастущую, то есть вот как цель. Выбрали это, не значит, что мы ее уже привезли. Африканского сома, который достаточно всеяден, менее прихотлив к качеству воды, он дышит легким, ему даже не надо эту воду после того, как он перерос 5 грамм малька, и у него появились страхи, ему не надо эту воду обогащать лишний раз кислородом. Он может высунуть морду, подышать. У него хороший коэффициент роста, то есть это значит то, что съев килограмм, он, скажем, вырастет значительно больше, чем та же самая форель, которая такой же килограмм съела. Корм ему нужен менее качественный, ну, скажем так, более дешевый получается. Более того, здесь очень хорошая база для очень интересного направления, так называемая индустрия по производству всяких личинок, то есть связанная с энтомологией. Но понимаете, какая вещь? Для того, чтобы... Но этим занимаются местные или иностранцы? Этим никто не занимается, потому что... И пока что ниша свободна.
Потому что иностранцы, которые приезжают, ну, я более чем уверен, что у этого ресторана хозяин иностранец. Или, скажем так, хозяин может быть иностранцем, а хозяйка местной. 1%. И очень многие заведения в этом городе, они имеют хозяев иностранцев. То есть, что делает иностранец? Он говорит, покупаю дешевую землю, поднимаю колониальный дом, делаю ресторанчик, он мне приносит денежку. Если что, я продаю это. То есть это вложение. А нужно согласовывать дизайн дома? Дизайн дома согласовывать нужно? Ну, здесь это проще. Этот процесс он попроще, чем, скажем, в той же самой Коста-Рике. В Коста-Рике вы задолбаетесь получать там кучу разрешительных документов. Здесь достаточно... В общем, он упрощен и в основном сводится к тому, что государство или местное алькальдество сберет процент за то, что вы строите здесь что-то. То есть вот эти моменты какие-то... Был момент, когда вообще на это внимание даже не обращали. Сейчас стали больше обращать внимание, но он значительно более упрощен. Согласование материалов. В Коста-Рике вы должны согласовывать материалы, которые используете, согласовывать. Там вообще очень своеобразная вещь. То есть, опять же, со слов костариканцев, человек говорит, я могу иметь парикмахерскую, но то, что мне дали разрешение на парикмахерскую, еще не позволяет мне самому в ней работать. Для этого у меня должна быть другая еще лицензия. То есть, как там, дайте мне справку, что мне нужна справка о том, что я уже справку получил. То есть санэпидемзаключение, потом лицензия, наверное. То есть несколько этапов в разных инстанциях. Я скажу так, что очень многие бизнесмены, которые открыли здесь дело и купили здесь недвижимость, они приехали сюда именно из Коста-Рики. То есть сначала они приезжали не потому, что вот они ехали целенаправленно в Никарагуа, они приезжали в Коста-Рику, сталкивались с тем, что в Коста-Рике там довольно-таки сильно как говорится, их ломали буквально, да? И в конечном счете, приехать в Гранаду, мы сами ездили на машине, тут 1,5 часа до границы, а до северных курортов тоже рукой подать Коста-Рике. То есть можно спокойно доехать до Либерии, сесть на автобус, приехать в Никарагуа, да? Это совсем недорого, и когда он приезжает, он видит, здесь колониальный город, которого в Коста-Рике вообще нету. Там в Картагу остались фрагменты, и все. А тут целый колониальный город, то есть колониальная архитектура и так далее. Турист приезжает, цены хорошие. Че я, дурак, голову ломаю, бьюсь об эту костариканскую землю лбом. И многие приехали сюда именно так. У меня сразу возник вопрос про колониальные дома. Почему в туалете нет нормальной двери? Дом колониальный. Вы сами себе ответили. Люди так жили, получается? Вы понимаете, какая вещь? Качество жизни – это вещь очень специфическая. То есть вот для кого-то качество жизни, оно выражается в том, чтобы там был кондиционер, определенные прибамбасы и все такое прочее. Для другого качества жизни, вот никарагуанец, имеющий такой дом, он скажет, а что эти американцы? Они же живут в доме из картона. Это у меня дом, вы посмотрите, какие стены, какие двери. Поэтому пускай этот дурак меня не учит. Какие мне должны быть двери там в туалете? И другое дело, что если он делает отель, он будет это учитывать, естественно. Некоторые отели здесь такие есть, мы заселялись. А некоторые отели здесь Причем такие. Тут стоит как бы несколько кроватей, 1, 2, 3. Правильно, да, но вы заселялись, вы на цены смотрели, вы же брали цены экономные, но когда берешь экономные цены, значит не выпендривайся, дружок. Это понятно, но с точки зрения вообще даже не нас, туристов, а самой архитектуры проживания людей, то есть это было удобно? Вы знаете, какие-то вещи, безусловно, удобны. То есть вот если, скажем, посмотрите на высоту потолка. Да? Такие потолки всегда удобно и круто. Нет, но они и такие почему? Потому что такой дом позволяет дышать.
ты нормально дышишь в нем, и тебе достаточно вот этого вентилятора, тебе даже вот этого кондиционера не нужно. Плюс, так как рано темнеет, и свет попадает тоже. Да, момент освещения, понимаете, вот вы когда искали цвет, и все время темно, темно, темно. Почему? Потому что лишний раз защищает от прямых лучей солнца, да, то есть вот здесь, обратите внимание, в доме, да, что нужно? Поспать, тебе нужна комнатка маленькая, а вот время провести я лучше вот так вот проведу на террасе, то есть мне даже и комнаты не нужно. Это немножечко другое представление о пространстве полезном, да, то есть вот у нас свое представление о полезном пространстве, здесь свое представление. Я помню, у меня был сосед в университете, вернее, у моего товарища был сосед в университете японец. Его прислали на практику там что-то на год. Когда мы посмотрели, как он организовал свое пространство, причем используя всякую хрень, вот эти вот бутылки пластиковые и прочее. Ну, понимаете, это вызывает, с одной стороны, восхищение, с другой стороны, ты понимаешь, что ты так заморачиваться не будешь все равно. То есть какие-то вещи ты возьмешь, может быть, на вооружение, но все равно так заморачиваться, вот как он над каждым метром кропя, что вот тут вот надо это поднять вот так, а вот это вот сюда. Обратите внимание, никарагуанец, он как-то спокойно относится к пространству. Вы в той же самой Испании не найдете таких пространств. Вот взгляните на дом, сколько у него квадратов. У нас это уже размер особняка. Вот по нашим меркам это особняк. А здесь это средний никарагуанец. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем опросы подписчиков новых подкастов с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.